Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня прекрасное событие. Каналу исполняется год. Это не так много, но уже, поверьте, не так мало. Многое сделано, многие ко мне присоединились, чему я очень-очень рада. Я надеюсь, что с каждым днем, с каждой неделей нас будет становиться больше любителей, ценителей творчества. И в честь этого замечательного события я объявляю очередной конкурс-розыгрыш. А именно будут разыгрываться великолепные карты. Они необычные карты. Это карты для объемного декупажа, для того, чтобы создавать объемные цветы или объемные композиции. Как с ними работать, что можно с ними делать, вы сможете увидеть в таких журналах, которые будут прилагаться к призу, к розыгрышу. Тут много интересных образцов, интересных идей, как это применить, как использовать. Они, я надеюсь, будут вам очень полезны. Также будут ссылки ниже под видео, вы их найдете, с моими пошаговыми мастер-классами, где я использую технику объемного декупажа, именно эту технику. Пользуйтесь, создавайте свои неповторимые шедевры. Я надеюсь, эта техника вас также заинтересует, как обычный декупаж, ведь она очень обширна и можно сделать очень-очень интересные, воплотить в жизнь очень интересные свои идеи, интересно сдекорировать совершенно любую поверхность, от открытки до каких-то стеклянных, деревянных предметов. Так, пленки будут с рисунками, с разными, вот интересные цветы, морская тема, то есть выбор очень-очень большой. Такие цветы, ну, то есть очень-очень, не буду все показывать, выбор действительно очень большой. Также будут разыграны сахарные нити. С помощью этих нитей также можно декорировать любые поверхности, создавать интересные вещи, образцы, как с ними работать. Также вы можете найти в этих журналах. И такие термопленки, которые можно делать объемными, наклеив, например, любую салфетку или карту. Вы это увидите в пошаговых мастер-классах, вы также увидите это в журналах. Если у вас возникнут какие-то вопросы, как работать или что-то у вас будет не получаться, обязательно пишите в комментариях, я отвечу с большим удовольствием, помогу каждому из вас. Условия такие же: быть подписанным на канал Колыбель искусства, быть активными в комментариях. Чем больше комментариев, тем больше шансов у вас выиграть эти невероятные призы, и оставлять, естественно, свои лайки. И что самое главное, победителей будет 10 человек. То есть 10 человек получат эти прекрасные призы совершенно бесплатно. Я вам желаю удачи, участвуйте и побеждайте. Всем привет! Рада вам на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. И сегодня мы продолжаем сет из новогодних шаров. Мы будем декорировать такое украшение в виде сердца. Заготовка также из пластика, но об этом чуть позже. На прошлом видеоуроке мы с вами сделали необыкновенно красивый шар с розой из Фоами Мирано. Если вы не видели, вернитесь к предыдущему видео, посмотрите обязательно, это очень интересно. И вернитесь туда не только для того, чтобы увидеть этот необыкновенный видеоурок, а и для того, чтобы принять участие в розыгрыше, который стартовал на канале Колыбель искусства. Для этого вам необходимо оставлять комментарии. Чем больше комментариев, тем больше шанса у вас выиграть замечательные призы. Это заготовки для шаров разного диаметра и декупажные карты в новогоднем стиле. Вы должны быть подписаны на канал, оставлять комментарии, оставлять свои лайки, и тогда удача обязательно вам улыбнется.
Так, непосредственно к сегодняшнему видеоуроку. Мы задекорируем пластиковое украшение, заготовку пластиковую. Это будет украшение елочное, очень красивое, в виде сердца. Для этого нам понадобится непосредственно заготовка из пластика, листы паталии, структурные пасты. В общем, полный перечень. Вы, как всегда, материалов, которые мы будем использовать, вы, как всегда, найдете ниже под видео. Присоединяйтесь, будет очень-очень интересно. В самом начале обязательно необходимо подготовить заготовочку и обезжирить ее любым спиртосодержащей жидкостью. Затем одну половинку я буду покрывать золотой акриловой краской. Я буду это делать с помощью кисти. Вы, конечно, можете воспользоваться губкой, как вам удобнее. Так, покрыла, и сейчас я высушу и покрою второй раз краской. Выровняю фон, было более ровно. Вторую половинку я буду покрывать структурной пастой. Пасту я использую рельефную, тонкую. С помощью инструмента наношу ее на поверхность. Старайтесь аккуратно разгладить ее хорошо, чтобы у вас не было грубых перепадов, чтобы она равномерно вас покрыла. Так, покрыла в сторонку. Далее я встретила в магазине вот такую салфетку, резиновая, не знаю. Но очень хорошая фактура у нее, и мне она очень подойдет в работе. Я отрежу сейчас часть, чтобы было удобнее работать. Обращайте на такие вещи в магазинах. Это стоит совсем недорого, но очень удобно создавать интересную фактуру на поверхности с помощью таких вот вещей для дома. Берем и сейчас хорошенько придавливаю. Сейчас я лишнее отрежу, чтобы не мешало. Под тяжестью поднимается, поэтому лучше убрать лишнее. Ну и с помощью той же пасты еще раз по верху прям хорошо пройдусь. А сейчас аккуратно убираем. Очень красиво получилось. Сейчас здесь немного подсушу и добавлю там, где не легла, да, паста. Но в принципе, не знаю, насколько вам видно, очень необычный такая фактура. Хорошо. Оставляем высыхать. Эту половинку я покрыла уже дважды краской акриловой золотой. И сейчас покрою небольшим слоем лака. Лак использую глянцевый. Что делаю здесь? Структурная паста также высохла. И сейчас я уже такой наждачной бумагой, которая уже пожила, да, уже я работала, мыла ее, такая она не сильно цепкая, пройдусь по поверхности, совсем слегка.
То есть еле-еле, просто немножко выровняю поверхность. Все, достаточно. И сейчас покрою также золотой краской в один слой. Так, краска покрыта, все отлично. Сейчас оставлю до полного высыхания и покрою обязательно лаком сверху. Лаком покрыты обе половинки, лак хорошо высох. Сейчас я возьму клей для потали и покрою также обе половинки клеем. Так, все. Оставляем до высыхания на отлип. Клей высох достаточно хорошо, на отлип, все отлично. Беру лист потали, обычный лист потали, и аккуратно прикладываю. Так, ну можно помочь себе мягкой тканью еще дополнительно. Все в сторонку. И таким же образом покроем и вторую половинку. Берем ее поближе. Все, посмотрите, если видно, сейчас более видна фактура, которую мы делали. Очень красиво. Но мы ее еще выделим дальше в процессе работы. Сейчас обе половинки я покрою лаком для потали. Смотрите, если у вас написано на банке лак для потали, вы покупали специально именно лак для потали, значит лак вам пользоваться совершенно не нужно. Он здесь не понадобится. Этого лака достаточно. Если вы пользуетесь универсальным лаком, нет у вас специального лака для потали, значит обязательно надо покрыть шелаком поверхности, на которые мы наносили потали. Я буду использовать лак для потали. Лак для потали полностью высох, и сейчас я буду использовать лак Kiva мебельный и вживлять картинку. Наношу на поверхность. Так, и непосредственно на картинку. Переворачиваем. Любой плоский инструмент и хорошо убираю лишний лак из-под карты. Ну и после этого оставляем до полного высыхания. Все эти работы с вживлениями, с позолотой, конечно, структурными пастами, моя рекомендация оставлять как можно дольше, чтобы все в естественных условиях хорошо у вас высохло, подружилось, и у вас не ожидали никакие неприятности, неприятные сюрпризы, да, в процессе работы. Поэтому оставляем, не торопимся до полного высыхания. Карта хорошо высохла, и сейчас мы будем снимать верхний белый слой. Вода нам понадобится. Увлажняем. И вот такими движениями скатывающими. Давить совсем не надо. Так легко, аккуратно снимаем белую бумагу.
Так, красота. Всю бумагу я сняла. И сейчас я покрою лаком, чтобы защитить картинку. Обязательно не забывайте покрывать лаком. Сейчас с помощью акриловой коричневой краски, но она полупрозрачная, с таким перламутром, с каким-то металликом в середине, я буду вытягивать чуть фактуру, да, темнить поверхности, и появится более насыщенная такая выразительная фактура. Мы это уже с вами делали. Если вам интересно более подробно, мастер-класс «Кашпо» или «Горшок для цветов», перейдите и посмотрите более подробно, как мы это делали. Или как мы еще делали. Так, краска должна быть достаточно жидкой. Густая краска здесь не нужна. Беру влажную кисточку. И вот таким образом покрываю. Покрыла. И вытираю. Вот еще интереснее фактура, да? Благодаря коричневому цвету и золоту внизу. Очень красивая получилась поверхность. Так, достаточно. И сейчас оставлю высохнуть и хорошо покрою лаком. Сейчас с помощью силиконовых молдов и самозатвердевающейся глины я сделаю объемные элементы для украшения. Все заготовки сделаны, и сейчас приступаем к сборке и украшению поверхности. Две половинки соединяем. Если вы хотите, для большей уверенности можно проклеить. Я не буду этого делать. Хорошо, плотно закрылась. И сейчас что сделаем? После того, как приклеила объемные элементы, высушила их хорошо, и сейчас возьму снова коричневую акриловую краску с металликом, она полупрозрачная, и покрою. Сначала покрою ею все элементы. После того, как краска высохла хорошо на поверхности, покройте лаком, снова высушите, и только после этого берите клей для батали и нанесите на те участки, где вы хотите дополнительно украсить эти объемные элементы. Я буду для этих целей использовать трансферную баталь.
Все, клей я нанесла, и сейчас, как обычно, дам ему высохнуть. Клей высох. Берем трансферную паталь. Она имеет такой вид. С одной стороны она матовая, с другой золотая. И матовой стороной с золотом к себе прикладываем туда, где наносили клей. Можно с помощью кисточки или с помощью какой-нибудь бумаги или ткани. Придавить, хорошо так растереть ее. Так, трансферная паталь. Не очень мне нравится, как она легла на поверхность. Не знаю, в чем причина, буду разбираться. Но чтобы завершить работу, я смешаю золото, порошок и лак, обычный глянцевый лак. И вот таким образом выделю все-таки те элементы, которые я хочу. Так, что я сейчас делаю? В процессе я поняла, посмотрела на картинку, поняла, что чего-то мне на поверхности не хватает. Взяла лаковую паталь жидкую, кофейная шампань, и чуть-чуть еще добавлю этим элементам цвета. Да? Скучно мне получилось, если только в одном золоте, в одном цвете. Хочу чуть-чуть разбавить. Такой эффект окисления немного добавить. Будет смотреться намного интереснее. Я влажной кисточкой наношу, а сухой растираю на поверхности. И сейчас бирюзовый иней. То же самое. Где-то добавляю. На этом все. Подошел к завершению видеоурок. В результате получился очень нарядный, винтажный, новогодний шар. Шаром назвать нельзя, новогоднее украшение елки, да, новогодняя игрушка, пусть будет так. Очень мне нравится результат. Вот получилась бы трансферная паталь, так как я хотела изначально. Я бы не воспользовалась этими цветными жидкими паталями, и не получился бы такой интересный эффект. Да? Вот все, что не случается, все к лучшему, как говорится. Посмотрите, обратите внимание, точнее, вживление в паталь, как красиво и ярко смотрится картинка. Я надеюсь, вам видно, я стараюсь, да, чтобы было видно. Очень красивый эффект. Подчеркните для себя, во многих изделиях можно это применять на дереве, поэтому пользуйтесь. Вот какая красивая фактура. Да, обращайте внимание в магазинах на разные изделия для кухни, они бывают иногда фактурные, для гостиных. И приобретайте, вот совершенно спокойно можно использовать и делать красивую такую поверхность. Но, собственно, все. Я надеюсь, вам было интересно, и вы что-то обязательно подчеркнете для себя. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал «Колыбель искусства», оставлять свои лайки и комментарии. Это помогает в развитии моего канала. И также, если вы хотите, напоминаю, если вы хотите принимать участие в розыгрыше, который стартовал на канале «Колыбель искусства», вернитесь к предыдущему видео, где мы делали шар с цветком из фоамирана. Оставьте под ним свой комментарий. Обязательно подпишитесь на канал.
и лайкните это видео. И тогда обязательно, чем больше комментариев вы оставите под видео «Шар с розой из Фоамирана», тем больше у вас шансов получить замечательные призы от канала «Колыбель искусства». Всего вам доброго, до новых встреч и давайте творить вместе!